Прошлый, 10-й выпуск был полностью посвящен установке основного опорного столба для этой небольшой балюстрады. А сейчас установим все остальное. Крепиться балюстрада будет на 2 вертикальных столба по краям и внизу на горизонтальную закладную из бруса. Один столб прикреплен в распор к полу и потолку, о нем была тема в прошлом выпуске. Второй столб прикрепим к стене, затем смонтируем и установим саму балюстраду. Начинаем. Просверлил столбик, через эти отверстия сделал разметку на стене. Столб будет крепиться к стене на 2 мощных саморезах. Просверлил стену, вставил 2 пластиковых дюбеля. Снял фаску, чтобы слегка утопить саморезы. Наживил саморезы в столбе так, чтобы их концы вышли наружу, и их можно было наживить, вставив в дюбеля в стене. Теперь крепко закручиваю эти 2 самореза. Второй столбик готов. Место для балюстрады подготовлено. Приступаем к ее сборке и монтажу. Закупил все необходимые части балюстрады. Палубную доску для нижнего основания, поручень со специальной накладкой для верхнего крепления балясин и сами балясины. Отпилил по длине проема палубную доску и поручень с накладкой. Разделил и разметил длину доски нижнего основания на 9 балясин, чтобы расстояние между балясинами получилось одинаковым. Приложил правило вдоль доски по ее центру и сделал разметку для отверстий под саморезы. Саморезы будут вкручиваться в торцы балясин четко по центру. Центр на балясинах отлично виден. Он остался после их обработки на токарном станке. Сверлим по разметке отверстия в доске. Аналогично размечаем и просверливаем накладку под поручень. Закрепляю балясины саморезами в отверстие по центру доски. Сначала к нижней доске, затем к верхней накладке поручня.
Сильно затягивать не надо. Когда наживим все балясины, тогда подровняем их и затянем. Без фанатизма, конечно, это же дерево. Подровнял, затянул. Сейчас можно ввернуть для прочности дополнительные саморезы. Сейчас прикрутим поручень к накладке. Думаю, обойдемся без клея. Саморезов будет достаточно. Теперь примеряем по месту эту конструкцию. Делаю отметки на столбах для крепления деревянных упоров. Вот эти кусочки бруса с отверстиями. К ним и прикрепим поручень. Закреплю упоры к столбам. Ставим всю композицию на свое место и закрепляем. Два самореза вверху по краям поручня в упоры. И двумя саморезами внизу прикрутим палубную доску к закладной на полу. Ну и в завершении, как и обещал в прошлом выпуске, закрою деревянными уголками место соединения на основном столбе. Уголки прибил финишными гвоздями-невидимками для дверных наличников. Можно и монтажным клеем приклеить. Еще не помешает деревянный плинтус вдоль балюстрады на стыке с линолеумом. Но это уже по мере необходимости на ваше усмотрение. Обратите внимание, что по установке основного столба, стоящего между натяжным потолком и полом, я сделал отдельный предыдущий выпуск. И если нужно, обязательно посмотрите его.